Всем привет! Вас приветствует YouTube канал Zarux Models, канал о коллекционировании масштабных моделей и истории создания легкового, грузового и общественного транспорта. Этот ролик посвящен первому массовому советскому автобусу ЗИС-8. Именно с ЗИС-8 началось массовое производство советских пассажирских машин. До эпохи ЗИС-8 СССР полагался на импорт автобусов. В конце 1920-х годов это едва не привело к кризису пассажирских перевозок. Тогда разрыв дипломатических отношений с Англией неожиданно оставил столицу без поставок новых автобусов и запчастей к ним. ЗИС-8 был создан на базе грузовика ЗИС-11, а тот, в свою очередь, был удлиненной версией ЗИС-5. Фактически это был грузовик, к которому поставили автобусный кузов. Многие ЗИС-8 служили штабными, медицинскими и прочими спецавтобусами на фронтах Великой Отечественной войны. А потом уцелевшие машины помогали налаживать движение городского транспорта в первые послевоенные годы, беззаветно сгорая на трудовой вахте и постепенно уступая место новым, более совершенным автобусам. Автобусы в Киеве эксплуатировались импортные, типа Fiat и Mercedes-Daimler. Первый маршрут был таков: площадь Третьего Интернационала, Крещатик, улица Пятакова, улица Коминтерная. Затем появился и второй маршрут, связывающий центр с окраиной, Демеевкой. С 1929 года начался выпуск первых автобусов отечественных марок. Водители ЗИС-8 иногда называли его длинным из-за увеличенной базы, ведь по сравнению с ЗИС-5 он выглядел непривычно вытянутым. Также автобус ЗИС-8 встречался неоднократно в известных фильмах и сериалах, такие фильмы как «Подкидыш», сериал «Мур», «Диверсант», «Небо в огне». Ну и, конечно, знаменитый сериал «Место встречи изменить нельзя», в которой ЗИС-8 был главным героем команды Жиглова и Шарапова. Смотри, Шарапов, и не удивляйся, чудо века! Самоходный автомобиль движется без помощи человека. Ладно, прекрати ты. Знакомьтесь. Копытин. Шарапов. Мне бы вот 2 ската на задок, и цены бы Фердинанду не было. Кому-кому? А, это вот наши балбесы окрестили машину, мол, похоже на самоходку. А что? Немецкую. Похоже. Ты их видел. Хватит, Копытин, поехали. Ну-ну, иду. Интересно, но факт, что данный сериал 1979 года и спустя 46 лет автобус, что принимал участие в съемках, до сих пор хранится в музее киноконцерна «Мосфильм». Главное же назначение ЗИС-8 состояло в пополнении автобусного парка страны. В автобусах ЗИС-8 постоянно совершенствовали все системы: управление, подрессоривание, кузов, двигатель. Однако все это проходило мимо внимания пассажиров, но изменения освещения они не заметить не могли. Новые потолочные плафоны с лампами большой мощности и отражателями улучшили комфорт в салоне, а более яркие сигнальные фонари способствовали повышению безопасности движения в темное время суток. Оригинальные экземпляры не дожили до наших дней. Дерево и война сделали свое дело. То, что можно видеть в музеях или на парадах, это воссоздание реплики по архивным чертежам. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, и до новых встреч!